Когда-то в Исфахане жил достопочтенный купец по имени Саид. Он был хаджи, то есть человек, который совершил когда-то хадж, паломничество в Мекку. Человек был он добрый, порядочный, никогда не обманывал своих рабочих, сколотил свое богатство на честном труде. И вот когда он постарел, он передал все свое дело своему сыну, а сам ушел на заслуженный отдых. Сын направлялся караванами в другие страны, вел торговлю, был очень успешный купец, а отец оставался дома. Там были его сноха, внуки, жена, родственники. Человек он был богатый, но очень щедрый. Открывал богадельни, помогал беднякам, оплачивал лечение, оплачивал свадьбы. И его все уважали и любили. И вот однажды, когда сын направился с караваном вновь в какую-то страну для торговли, он проверил своих рабочих, дал им задание, прошелся по своим магазинам и решил прогуляться по рынку. И внимание его привлек крик, точнее крик о помощи. Кричала и плакала собака. Собака, которую били камнями. Саид не понял, что происходит, и быстрым шагом подошел и увидел, как собака, худая, маленькая, у которой торчали ребра, прижала к себе маленьких щенков и неистово кричала, звала о помощи. А трое здоровых мужчин били ее камнями. Щенки подняли вой. Душераздирающе кричали, плакали, видя, что их мать находится в опасности. «Подождите, безбожники!» – закричал Саид. «Что же вы творите? Вы что, не боитесь Аллаха? Как вы можете убивать кормящую мать?» Мясник и его помощники повернулись к нему. Поклонились, поздоровались. «Я уважаю тебя, Хаджа Саид», — сказал мясник, — «но ты не знаешь всей истории». «Ну так расскажи мне эту историю», — сказал Саид. «Расскажи, что за история заставляет тебя быть таким безбожником и избивать камнями собаку, несчастную, голодную собаку». «Послушай меня, достопочтенный», — сказал мясник. «Эта тварь каждый день крадет у меня мясо». «Но ты же понимаешь, что она кормит щенков», — сказал Саид. «А какая мне разница, кого она кормит?» — ответил мясник. «Это моя прибыль, и она уходит». «Я сейчас прибью эту тварь», — сказал мясник, — «и больше мое мясо не пропадет». И нагнулся, чтобы подобрать камень. «Подожди», — сказал Саид, — «подожди». Подозвал своих помощников и дал им распоряжение отправить, забрать собаку к нему домой вместе с щенками. «Я оплачу тебе то мясо, которое съела эта собака. Только оставь ее в покое», — приказным тоном сказал Саид и отдал ему несколько золотых монет. «Этого достаточно?» «Более чем», — поклонился мясник и, недовольный, отошел вместе со своими помощниками. «Заберите эту собаку с щенками ко мне домой», — приказал он своим слугам. «Накормите и подождите меня». Вечером он пришел домой и решил посмотреть на эту собаку и щенков.
Они были сытые, спокойно спали. Только собака, видимо, получила очень страшные раны. И даже после того, как перевязали ее рану, она жалобно скулила. Саид подошел и начал гладить собаку. Собака посмотрела ему в глаза с благодарностью и испустила дух. Собаку похоронили, а щенков вырастили во дворе у купца. Прошло несколько недель. От сына Саида не было вестей. Он начал волноваться и переживать. Отправил людей за ним следом. И те нашли его сына, вернули домой. И он рассказал отцу такую историю. Его караван проходил сквозь пустыню. Ни с того ни с сего возникли из ниоткуда люди вооруженные. Это были разбойники. В то время караваны часто грабили и купцов убивали. И произошло то же самое и на сей раз. Караван ограбили. Часть людей увели в рабство, остальных убили. И один из разбойников занес меч над головой сына купца Саида. И когда он собрался отрубить ему голову, из ниоткуда послышался жуткий крик собаки. Разбойник оглянулся. Никого не было. Тогда он посмотрел в другие стороны пустыни, и там не было никого. Он снова занес меч и снова услышал крик собаки. И снова оглянулся, и снова никого не увидел. И так повторилось несколько раз. В конце концов разбойник испугался. Он подумал, что это джинны его пугают. И решил не трогать купца, видимо, подумав, что это может нанести ему вред. Посчитал это предупреждением и оставил его. Бросил его там и умчался. И через несколько часов караван, который проходил мимо, подобрал этого купца, тем более узнав, чей он сын, привезли его в город. И вот там люди отца его нашли и вернули домой. И когда он рассказал отцу эту историю, тот начал спрашивать, в какой день, в какое время это произошло. И все точь-в-точь совпало с тем днем, точнее, с тем вечером, когда умерла собака, глядя в глаза купцу Саиду. И тот сказал: «Я знаю, кто тебя спас. Тебя спасла та, чьих детей спас я от смерти. Я спас ее детей, а она спасла моего сына. Делайте добро, господа, и ваше добро вам вернется. И даже если люди не оценят, Вселенная это запишет и вернет вашим детям. И однажды ваше добро выйдет навстречу вашим детям. Запомните это. Запомните эти притчи, эти рассказы. Они все берутся из жизни. Всем удачи!